АПЛ – одна из самых желанных лиг для брендов. Экипировщики ожесточенно сражаются за английские команды. Гиганты индустрии пытаются заполучить все перспективные клубы к себе на контракт, перебивая ставки более слабых конкурентов. Для средних компаний удачей будет подписать потенциально сильный клуб, который может выстрелить в будущем и сделать хорошую рекламу бренду. Так случилось с New Balance и Ливерпулем. В этом сезоне, скорее всего, балансы будут причастны к первому в своей истории чемпионству АПЛ, но уже в следующем красных начнет экипировать Nike, который просто через суд отжал мощную команду Клопа, предложив условия выгоднее. За 28 лет существования АПЛ на рынке экипировки присутствовали 48 разных спортивных брендов, и борьба была между ними просто ожесточенная. Сейчас мы с вами попытаемся разобраться, какая компания работала эффективнее других за всю историю, кто доминировал, кто наоборот был аутсайдером и кто, кажется, вообще случайно оказался в лучшей лиге мира. Будет интересно. Перед тем, как перейти к первому сезону АПЛ 92-93, посмотрим, что было до этого. Рынок экипировки полноценно начал формироваться ближе к концу 70-х, хотя некоторые бренды, конечно же, появились раньше. Так английские клубы одевались на фабриках Букты в 40-х и Умбра в 50-х и 60-х, а Адик зашел на британский футбольный рынок только в 70-х. Изначально производители формы выступали не как технический спонсор, а как просто фабрика по пошиву кипы, и часто логотипов брендов даже не было на форме. В период с 70 по 92 год на вершине английской лиги с большим отрывом был местный Умбра. 12 чемпионств выиграли команды-партнеры этого экипировщика. Adidas взял 6 золотых медалей, и по разу Лекок и Адмирал. А еще дважды в лиге побеждала команда в форме от фабрики No Name. Сейчас такое представить сложно, чтобы чемпион не был забрендирован. В 1992 году образовалась премьер-лига. Клубы стали получать больше денег от телеправ, начала увеличиваться аудитория турнира. Технические спонсоры с большим рвением стали стремиться заполучить команду из Англии. Именно со старта премьер-лиги постараемся детально рассмотреть работу спортивных брендов. В первый период с 92 по 2000 безоговорочно продолжил доминировать бренд Умбра, как по количеству команд, так и по трофеям. Все сложилось удачно во многом благодаря дальновидности менеджеров компании, которые подписали контракт с Манчестер Юнайтед как раз перед первым сезоном премьер-лиги. К тому моменту красные дьяволы не брали чемпионств 26 лет. Вряд ли кто-то мог предположить, что с 92 по 2000 команда Алекса Фергюсона возьмет 6 титулов из 8 возможных. Но ребята из Умбра, видимо, что-то знали. В сезоне 92-93 первых два места взяли команды в формах от английского бренда МЮ и Астон Вилла, а третий выиграл Норвич в кипе Роберо, тоже местной компании. Наверняка мало кто и не слышал, но контора существует до сих пор. На ее официальном сайте на главной странице висит фотка Норвича того сезона. Скорее всего, это ключевое достижение по сей день. А так выглядит тройка брендов по количеству команд. Кстати, первый гол в истории АПЛ забил игрок Шеффилд Юнайтед Брайан Дин. Этот мяч всегда будут вспоминать при случае. И логотип Умбра на форме клуба футболиста тоже навечно попадет в архивы. В сезоне 93-94 Умбра позиции не сдал, а вот второе место по популярности занял бренд Asics. Японцы тогда неплохо выбирали партнеров. Блэкберн и Ньюкасл взяли второе и третье место в лиге. Адик тогда имел всего две команды, а Пума только дебютировала в Англии. Первым клубом-партнером стал Шеффилд Уэнсдей. Сезон 94-95 запомнился тем, что на рынке АПЛ присутствовало 11 разных брендов. Все хотели откусить пирог, но лидировал по количеству партнеров по-прежнему Умбра. А чемпионом стал Блэкберн, который скупал звезд того времени, типа Алана Ширера, ставшего лучшим бомбардиром лиги. Наверняка часть затраченных денег на футболистов покрыл Asics, который произвел форму для Роверс. Но, как показала дальнейшая история развития компании именно на рынке футбола, это особо не помогло. Ключевым эпизодом, в котором фигурировал бренд Умбра в том сезоне, стал удар Эрика Кантона в стиле кунг-фу. И не по мячу, а по болельщику. А еще в том сезоне впервые Nike стал экипировать английский клуб лондонский Арсенал. Через год МЮ очень сильно омолодил состав и выиграл очередной титул. Умбра дорожил контрактом, и все, конечно же, устраивало. А второе и третье место забрали команды в форме от Адика. Кажется, немцы решили быть более активными. В сезоне 96-97 Умбра вновь держался на высоте за счет МЮ, а вот второе и третье место выиграли команды в кипе от Adidas, Ньюкасл и Nike, Арсенал. По количеству клубов британская компания подпустила конкурентов очень близко.
у Пумы и Пони, вы знаете такую фирму, было на одну команду меньше. А вот в розыгрыше 97-98 Umbro впервые перестал быть единоличным хозяином рынка АПЛ. Сразу у 4 брендов было в обоими по 3 клуба. А еще чемпионство выиграл Арсенал с Nike и новым главным тренером Арсеном Венгером. В следующие 2 сезона вновь титул АПЛ брал МЮ в форме от Umbro. Британский экипировщик смог завершить десятилетие доминированием по всем параметрам. И вот в новом тысячелетии Umbro стал сдавать. В первом же сезоне британцы уступили лидерство по количеству клубов. Его поделили Nike и Lecoq по 3 команды. У Umbro, Puma и Adidas было по 2 клуба, но английский экипировщик из последних сил держался за Манчестер Юнайтед, который продолжал делать им шикарную рекламу титулами. Своего шанса ждал Nike и неплохо продвигался за счет классной игры канониров. Помните гол Тьерри Анри в ворота Бортеза? В этом был весь Арсенал. И уже на следующий год лондонцы в партнерстве с американской компанией прервали 3-летнее доминирование МЮ и Umbro, а Nike и Adidas стали лидерами рынка по количеству команд. Но самое печальное для местного экипировщика оказалось то, что они просто не потянули темпов роста МЮ, который превратился в топ-клуб. Сам же бренд растерял рынок и уступил по окончании сезона своего главного партнера конкурентам из Nike, который активно инвестировал в АПЛ. Сезон 1-2 запомнился несколькими яркими событиями. В Челси перешел будущий многолетний лидер Лэмпард. Петер Шмейхель, который тогда стоял за Астон Виллу, забил гол после углового ворота Эвертона, а МЮ совершил лютый камбэк с Тоттенхэмом 5-3, горя после первого тайма 0-3. А еще тогда непонятным образом в Фулхэме очутился Ван дер Сар, который до этого был звездой Аякса и Ювентуса. В сезоне 2-3 Nike стал единоличным лидером как по количеству команд, так и по призовым местам. Новый партнер в лице Юнайтед стал чемпионом, а Арсенал занял 2-ю строчку. Тогда команда Фергюсона отыграла 8-очковый отрыв от канониров по ходу сезона. Третьим стал Ньюкасл, который играл в форме от Адика. В этом году за Эвертон дебютировал Уэйн Руни. Помните его сумасшедший голешник Арсеналу от перекладины? А ему тогда было 16 лет. В сезоне 3-4 можно заметить бурный рост Рибок. Компания активно решила штурмовать Англию на протяжении 4 лет. Она все это время была самой популярной среди клубов. Либо делила первое место, либо единолично возглавляла гонку. Но трофеев бренду это не принесло. Лучший результат – 3-е место Ливерпуля в сезоне 5-6. Победы в чемпионате одерживали клубы либо в форме от Nike, МЮ и Арсенал, либо в Umbro, который сотрудничал с Челси еще с 80-х. Еще отмечу, что в сезоне 4-5 на рынок футбольной экипы вышел бренд Lonsdale, который скорее ассоциируется с околофутболом. Вот так выглядела форма Blackburn Rovers. Как вам? В сезоне 5-6 в АПЛ целых 3 команды играли в кипе этой компании. 2 из них, правда, вылетели, после чего через год Lonsdale решил не участвовать в экипировании команд премьер-лиги. В сезоне 7-8 резко сократилось количество брендов, экипирующих команды АПЛ, с 14 до 8. Лидером до конца десятилетия стал Umbro, который был выкуплен Nike. По сути, рынок поглотила американская компания под 2 брендами. Адику борьба за количество клубов давалась трудом, но сумев отжать Челси, немцы были причастны к чемпионству сезона 9-10. Тогда феерил Дидье Дрогба, который наколотил 29 мячей. Рецепт успеха в том, чтобы сделать ставку на будущего чемпиона. Но конкуренция в АПЛ к тому времени ожесточилась. Помимо МЮ и Арсенала уже вовсю феерил Челси. Сити выкупили шейхи, и Ливерпуль порой преподносил сюрпризы. Брендам было не просто определиться с клубом, на который стоит сделать ставку. В новом десятилетии акцент на АПЛ решил сделать Adidas. Немцы лидировали по количеству команд-партнеров в каждом сезоне, кроме 2. Этому поспособствовала продажа бренда Umbro Nike в 2013 и смена американцами стратегии. Они предпочли не распыляться на 2 торговые марки и приняли решение избавиться от слабых команд, оставив в портфеле гранды. Адику активность на рынке не помогла также доминировать в борьбе за трофеи. Лишь 2 чемпионства с Челси в 2014 и 2016. Команды в форме от Nike выигрывали титулы 3 раза, в кипе Umbro и Puma по 1. Причем Puma долго шла к трофею, но выиграли его явно не с тем партнером, на которого делали большую ставку. Речь о триумфе Лестера в 2016, который играл в шаблонном комплекте. Перед сезоном шансы Лис оценивались как 5000 к 1. Последние 2 сезона в АПЛ доминировал Nike. 2 команды обязательно были в тройке, причем Сити берет трофеи 2 года подряд. New Balance с Ливерпулем в прошлом году были очень близки к чемпионству, но в этом, кажется, оно никуда не уйдет от команды Клопа. Хочется порадоваться за маркетинг балансов. Разглядели бурный рост Ливерпуля задолго до такой феерии, которую мы видим сейчас. Но борьба за клубы не менее жестокая, чем за кубки.
Со следующего сезона красные будут играть в форме от Nike. Дело было выиграно в суде. Ньюбики просто не смогли тягаться с конкурентами. Теперь даже не представляю, получится ли у них подписать команду, способную бороться за чемпионство в АПЛ. За 28-летнюю историю английской премьер-лиги команды успели сыграть в форме от 48 разных брендов. Вы вообще могли себе представить, что их столько существует? Лично я нет. В списке можно встретить конторы с таким странным названием, как The Baggies, Core и View From. И вообще, почему 2К еще там не поучаствовал? Лидером по количеству команд является Umbra, причем с большим отрывом – 97. Второе место у Адика – 82. Nike третий – 63. А так выглядит пятерка. Завоевание клубами трофеев позволяет брендам ассоциировать себя с победителями. И здесь тоже интересная статистика. Nike идет на первом месте. 12 побед. Шикарная эффективность. Второе место Umbra 9. Adic всего лишь третий, 3 чемпионства. И это несмотря на такие жирные контракты, как, например, с МЮ. А вот так выглядит общий медальный зачет за 28 лет. Можно сказать, что Umbra и Nike повезло с партнерами. Оба бренда работали с United в период его доминирования. Но как обстоят дела с остальными командами этих экипировщиков? Лидером по набранным очкам в истории АПЛ является Umbra. 5284 очка, не считая сезона 19-20. Второе место у Адика 4437 и третий Nike 4310. А вот так выглядит тройка самых неудачных брендов по набранным баллам. Чтобы понять, кто наиболее эффективно выбирает партнеров, мы рассчитали среднее количество очков на команду бренда за сезон. И вот что получилось. В среднем клубы в форме от New Balance за сезон набирают почти 72 очка. От Nike около 68 и от Warriors в районе 65. Это дочерняя компания Баланса. Как вы могли догадаться, первая и третья за счет Ливерпуля. В этой таблице Адик идет только 9-м, а Puma вообще 13-й. Наверняка для бренда очень плохо, когда команда-партнер вылетает из премьер-лиги. Никто не хочет быть рядом с аутсайдерами. Кто же антилидер среди брендов по этому показателю? Команды, играющие в форме от Umbra, отправлялись на этаж ниже 14 раз. Партнеры Адика 9 раз, и сразу 3 бренда ассоциировались с неудачниками по 6 раз. Попробуйте угадать, какие это компании. Пишите ваши версии в комментарии. Правильный ответ опубликую у себя в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь, как только здесь наберется 300 комментов. Вот так на долгой дистанции можно отследить активность и эффективность производителей формы. У Umbra вначале просто не было конкуренции, английский футбол был похож на нынешний итальянский. Доминировали местные производители. Но с ростом интереса к чемпионату, а также с увеличением бюджетов и аппетитов клубов в игру вошли крупные зарубежные компании, которые выбирали разную стратегию. И кажется, Nike был наиболее эффективен. Понравилось? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ваша поддержка мотивирует нас делать интересный и уникальный контент. Поэтому и про лайк не забудьте. А зацените наши прошлые ролики на эту тему. Тут и вот здесь. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.